Всем привет! Сложно не согласиться, что трамваи в Харькове – это не просто общественный транспорт. В них есть свой смысл, философия, романтика и, конечно же, история. Куда ж без нее? Ведь именно трамваи были первым общественным транспортом в Харькове. Трамвай – один из основных видов городского общественного транспорта в Харькове и одна из старейших трамвайных систем Украины. Действует с 1906 года. Предшественницей трамвая была открытая в 1882 году конка от Привокзальной площади до Торговой площади, принадлежавшая частному бельгийскому обществу. Что из себя представляла конка? По рельсам двигался небольшой вагон, в который запрягались несколько лошадей. Обычно пара. В одном вагоне размещались до 2 десятков пассажиров или чуть больше. В летнюю пору вагон конки представлял собой открытую по бокам платформу с сидениями. С осени и до весны платформа по бокам закрывалась застекленными стенками. Понятно, что зимой в этих вагончиках было весьма не жарко. Скорость конки составляла до 6 верст в час, верста чуть больше 1 километра. Билеты продавал кондуктор. Кучер, разгоняя зазевавшихся пешеходов, периодически дул в специальный рожок. Плата за проезд была 5 копеек с человека, независимо от расстояния. Но при пересадке на другую линию нужно было доплатить еще 2 копейки. Впоследствии от уплаты пересадочных отказались. Так что за пятачок можно было проехать по обеим линиям. Поначалу пассажиры садились и высаживались по требованию. Позже городские власти определили места для остановок, а затем на них появились крытые павильоны. Конка ходила с 7 утра до 11 вечера, по расписанию с интервалами в 7 и 10 минут в зависимости от маршрута. Более того, за опоздание собственникам конки грозил штраф. С первых же дней этот вид транспорта обрел популярность. Предприятие оказалось выгодным для владельцев, но вместо расширения и возможного риска они предпочли верную прибыль. К концу XIX века конка не могла удовлетворить растущий спрос. Вагоны были перегружены, а лошади не выдерживали нагрузки, болели и погибали. В 1893 году предприятие перешло в собственность акционерного общества. В новом контракте концессионеры отказались от исключительного права на устройство в Харькове конно-железных дорог. Теперь у города появилась возможность провести новые линии электрических или конных трамваев с условием, что они не будут мешать уже существующим. Однако власти воспользовались этим правом только через 13 лет. Причиной задержки стали разногласия между чиновниками и бельгийцами. Но 3 июля 1906 года в Харькове таки открыли первую трамвайную линию. С самого начала Харьковский электрический трамвай принадлежал и эксплуатировался городскими властями, что вызывало конфликты с бельгийской конкой, вплоть до драк между нанятыми людьми и рабочими, прокладывающими трамвайные линии. Закончить работу удалось благодаря содействию полиции. Затем дирекция конки отправила жалобу в Министерство внутренних дел за самовольные действия городского управления. В министерстве встали на сторону города, и на этом конфликт был исчерпан. Первая линия проходила от Балашовского вокзала по Пятинской, Нетеченской улицам, Подольскому мосту, Подольскому и Костюринскому переулкам до Павловской площади. Столь странная конфигурация была выбрана потому, что по договору с бельгийцами, эксплуатирующими в то время конку, трамвайные рельсы не должны пересекать конные. А конка в то время оккупировала главный радиус города – вокзал, Павловская площадь, конный рынок. Постепенно трамвайные рельсы появлялись на других улицах города. К 1914 году в городе существовало 6 трамвайных маршрутов и 2 депо. Вагоны конки ходили в Харькове до конца 1920-х. Из-за нехватки подвижного состава их использовали в качестве прицепных к вагонам электрического трамвая. С перешивкой всех трамвайных линий на широкую колею узкоколейные вагоны бывшей конки списали. Первые трамвайные пути были одноколейными.
В 1910 году к существующим линиям пристраивали вторую колею и далее строили уже двухколейные линии. Большая часть трамвайных маршрутов проходила по окраинам города. В 30-е годы в городе было уже 14 маршрутов. К 1941 году их число возросло до 20, а в послевоенное время всего 5. 60-е и 70-е годы были рассветом для харьковских трамваев. Количество маршрутов росло, а качество перевозок и самого транспорта увеличивалось. В 1925 году в Харькове был разработан моторный трамвайный вагон, ставший на ближайшие 30 лет самым массовым в Советском Союзе. Он получил марку «Х» – «Харьковский». Правда, собственного производства в нашем городе не было. Трамвай серии «Х» производили в Мытищах и Киеве. В Харьков первая партия поступила в 1927 году, а в 1933 в городе работали 226 таких вагонов. Каркас кузова у модели «Х» был стальным, но крыша деревянной. Мощность двигателя позволяла использовать даже трехвагонные сцепки. Трамвай был простым в обслуживании, но не очень комфортным. Вагоновожатый вел машину стоя, отопления не было, двери открывались вручную. Штатная вместимость вагона составляла 50 пассажиров, но в час пик в него набивалось 100, а то и 150 человек. Выпускались эти вагоны вплоть до 1941 года. В нашем городе трамвай серии «Х» прослужил верой и правдой, страшно сказать, до конца 1960-х. Когда в Харьков пришла война, трамвай не мог нормально функционировать. 1 января 1941 года в Харькове курсировал 21 маршрут трамвая, а 19 октября 1941 года движение полностью остановлено. Во время оккупации немцами было запущено 3 маршрута – 6, 9 и 11, но в целом депо простаивало. 6 декабря 1943 года после освобождения города трамвай снова начал курсировать по городу. Кстати, чуть не забыл сказать, что в конце 20-х, начале 30-х годов были построены новые линии в районе Газпрома, на Холодную гору по улице Свердлова, ныне Полтавский шлях, в Померке, поселке ХТЗ и Артема. В послевоенные годы в Харькове появляются первые цельнометаллические вагоны МТВ-82 и КТМ-1, КТП-1. В 1950-е годы открыт ряд новых линий в отдаленные районы города, к плиточному заводу, на Алексеевку, Журавлевку и так далее. С 1961 года в Харьков массово поступают вагоны КТМ-2, КТП-2. И РВЗ-6 Рижского завода. В 1962 году открыто Октябрьское трамвайное депо. В 1967 году в город приходят первые чешские вагоны Татра Т3, ставшие в дальнейшем основой подвижного состава Харьковского трамвая. Всего за период с 1967 по 1987 поставлено 735 вагонов. В 1969 году в Харьков поставлен сочлененный вариант Татра К2. В 1975-1979 годах и 1991-1992 в Харьков также поступили вагоны КТМ-5. Последний раз КТМ-5 вышли на улицы Харькова 6 октября 2002 года, после чего все вагоны сняли с эксплуатации и списали.
1970-е происходит значительное расширение маршрутной сети за счет строительства новых линий на Салтовский жилмассив. Начато строительство Салтовского трамвайного депо. Первая очередь сдана в 1982 году. В 1980-е построены новые линии на Алексеевку, а также по пробивке улицы Героев Труда между улицей Академика Павлова и Журавлевским гидропарком. В 1980-е годы мода на трамваи начинает отходить на второй план. Теперь этот вид транспорта кажется горожанам слишком громоздким и ограниченным в маневрах. На смену трамваям приходят троллейбусы. С 1991 года Харьковский трамвай переживает затяжной кризис. За период с 1996 по 2006 годы не было закуплено ни одного нового вагона, и подвижной состав полностью выработал свой ресурс. Количество трамвайных вагонов уменьшилось более чем в 2 раза. Еще в 1991 году в Харькове было 5 трамвайных депо, 4 пассажирских и 1 грузовое, а также вагоноремонтный завод. Работали тысячи сотрудников, а на балансе числилось 700 трамваев. До середины 1996 года Горэлектротранс находился в собственности государства, и более-менее проблемы решались. С 1992 года по середину 1996 даже было закуплено 97 троллейбусов и 22 трамвая, а затем предприятия передали в коммунальную собственность. В 1999 году закрывает грузовое депо, и на его месте появляется рынок барахолка. В 2000 году из-за нехватки состава прекращена эксплуатация трехвагонных трамвайных сцепок. Ранее отменены некоторые трамвайные маршруты, демонтировано несколько линий, из которых наиболее ощутимыми для пассажиров стали потери линий по улицам Ярослава Мудрого, ранее Петровского, маршруты номер 5 и 11, по улице Шевченко номер 15 и по улице Пушкинской, маршруты номер 5 и 7. С момента введения гривны в 1996 году стоимость проезда была 20 украинских копеек. С 10 апреля 1997 года 30 копеек. С 1 июня 2000 года повышена до 40 копеек. С 26 июня 2008 года плата за проезд была повышена до 75 копеек. С 18 апреля 2009 года до 1 гривны. А с 12 марта 2011 1 гривна 50 копеек. Стоимость проезда в трамвае с 29 марта 2018 года составляет 4 гривны. Стоимость проезда в трамвае с 7 февраля 2019 года составляет 6 гривен. С мая 2022 года, с началом активных боевых действий в городе Харькове и по настоящее время, проезд в харьковском трамвае абсолютно бесплатный. Но как долго продлится бесплатная перевозка пассажиров, пока неизвестно. Со временем Горэлектротранс стал тяжелым бременем для городского бюджета. Не спасало повышение стоимости проезда. Кондукторов сокращали, а водителей, наоборот, не хватало из-за низкой зарплаты. Из-за такого отношения руководства работники устраивали забастовки. В 2009 году в Горэлектротрансе сменилось руководство, но дело с мертвой точки не сдвинулось. Трамвайные пути закрывались, а рельсы демонтировались. В 1991 году инициативная группа во главе с начальником службы пути решила восстановить последний сохранившийся вагон серии Х. После списания вагон простоял 10 лет под открытым небом, после чего его отправили в цех вагоноремонтного завода. Но из-за финансовых проблем рабочие смогли лишь очистить кузов от ржавчины. О составе снова вспомнили в 2005 году, в преддверии столетнего юбилея. К тому времени вагон уже не подлежал восстановлению. Во время реконструкции использовали лишь некоторые части конструкции, совместив со списанным снегоочистителем 1929 года выпуска. За год кропотливой работы рабочим коммунального предприятия Горэлектротранс
удалось восстановить облик легендарного трамвая. Харьковская «Аннушка» была повреждена во время бомбардировки трамвайного депо российскими войсками 3 марта 2022 года. А в 2006 году работники Горэлектротранса восстановили еще один исторический трамвай МТВ-82. И еще немного интересных исторических фактов. Когда-то трамвайная линия огибала по контуру Площадь Свободы. Ее демонтаж начался в 1932 году. В 1927 году в Харькове была подготовлена первая группа женщин-вагоновожатых. До того трамвай в нашем городе водили только мужчины. Первая реклама на харьковских трамвайных вагонах появилась в 1919 году. В Советском Союзе было принято кольцевые маршруты маркировать буквой «А». В народе их ласково именовали «Аннушками». В нашем городе маршрут «А» появился в 1935 году. Когда в Украине начали снимать кино, харьковский трамвай засветился в таких картинах, как «Ликвидация» и «Дау». Это были раритетные вагоны 1930-х годов. В 2021 году в Харьков прибыл для испытаний сдвоенный низкопольный трамвай, собранный на заводе «Штадлер» в Минске. Вагон швейцарской фирмы оказался лучше по сравнению с другими трамваями, но более тяжелым для городских путей. В бюджете города денег на закупку вагона не предусмотрели. Харьковские трамваи уже отработали свой срок. Их средний возраст 30 лет. Есть и поновее, посвежее, есть и постарее. Одно время на харьковских улицах можно было встретить трамваи производства Харьковского вагоноремонтного завода, например, как на этом фото. Но их было всего 4 на весь город. Реконструкции требуют и трамвайные пути. Из-за неисправности последних трамваи в Харькове частенько любят дрифтовать. До начала военных боевых действий в Харькове мэр Игорь Терехов рассказывал об обновлении трамвайного парка в городе. Говорил, что новые вагоны будут собираться на местном предприятии в рамках проекта «Харьковский трамвай». В проект должны были инвестировать 5,5 миллионов евро. В 2022 году в Харькове российские ракетные удары уничтожили или сильно повредили транспортную инфраструктуру. В результате только удара по Салтовскому депо было уничтожено около 60 трамваев. В 2023 году в Харькове насчитывается 9 трамвайных маршрутов. Теперь не ходят 23 и 26 маршрут, а также 12. Маршрут номер 26 ходить уже не будет, так как на улице Веснина демонтировали трамвайные пути, расширив дорожное полотно. Сейчас харьковчане в основном передвигаются на чешских Татрах. Некоторые дружественные страны и города-побратимы готовы предоставить Харькову свои современные трамваи. Например, городские власти Праги подарили Харькову 20 трамваев. Также чешский город Брно пообещал подарить 2 трамвая. По сей день роль трамваев в Харькове сложно переоценить, поскольку даже метро не решает всех транспортных проблем города. Среднее количество перевезенных трамваями и троллейбусами пассажиров в Харькове приблизительно на одном уровне. Свою нишу трамвай занимает. Важен он, например, для жителей Новоселовки, Новожанова, Залютина, Журавлевки, частично Салтовки и Алексеевки. В связи с военной опасной обстановкой в Харькове
количество маршрутов сократилось. А единственным успехом в пополнении трамвайного парка по сути стала закупка устаревшей для Европы, но приемлемой для нас техники из Чехии. Троллейбусный парк обновился радикально, а трамваи нет. Сразу становится очевидным, какой из видов электротранспорта приоритетный для нашего города.